И снова здравствуйте, гости дорогие. Я рад вас лицезреть на канале Абориген 65 под управлением Мещерякова Виктора Викторовича, то есть меня. Сегодня мы поговорим о наболевшем за последние годы у многих столяров вопросе, каким образом и как правильно употреблять японскую пилу за европейским столом, или за европейским верстаком. Ибо изначально она была предназначена для других целей. Для примера возьмем японскую пилу. Она называется рёба. Ну, наверное, мелковато. Возьмем что-нибудь покрупнее. Вот такая вот пила. И на ее примере я вам расскажу, каким образом правильно с ней обращаться. Сегодняшнее видео снято не для того, чтобы рассказать обо всех видах и типах японских пил, обо всех видах и вариантах японского зуба и его заточки. Это будет для гурманов снято отдельным видео. Сейчас, так скажем, общепит. Итак, что такое японская пила? Ее основное отличие. Японская пила называется по-японски накагири. Основное отличие от европейской – это пиление на себя, потому что известный всем японский зуб не обязательно на японской пиле, он может быть разным. Основное это известно всем. Основной вариант различия величины зуба – это не европейская система TPI, teeth per inch, сколько зубьев выходит на 1 дюйм, а более простой и понятный вариант. Это чем длиннее пила, тем крупнее у нее зуб. Это касается обычных пил и рёба накагири, катаба и рёба, и слегка дозуки. Но дозуки у них свои варианты, про них мы поговорим как-нибудь позднее. Итак, вот вам представлены 4 основных размера полотна. 18 сантиметров, 22,5, 265 и 330 миллиметров. Почему такое забавное деление? Потому что это просто простой перевод японских единиц измерения суны в сантиметры. Поэтому такое не очень четное число. И если мы приблизимся, можно будет увидеть, что на самой мелкой пиле самый мелкий зуб. Чем крупнее пила, тем крупнее у нее зуб. 330-я это, в принципе, самая большая из плотницко, так скажем, столярных пил. Все, что длиннее, это уже идет для отпилки веток, деревьев и так далее. Это уже для лесников, не для столярно-плотницкого варианта. Есть чуть покороче, но это тоже уже такие извращения. Итак, посмотрим, как выглядит стандартный японский пильный зуб. Основная особенность японской пилы – это форма зуба. Ну, так считается. Хотя данная форма зуба, которая представлена, вот я ее сделал покрупнее, хотя, пардон, она не заточенная, сейчас мы ее быстренько заточим. Затачивается пила с помощью вот такого вот напильничка, очень ромбовидной формы, практически перышко, которое называется ясури, что в переводе обозначает просто напильник. Итак, особенность японского зуба. У него нет специального названия, называется просто зуб для пиления поперек, а этот зуб для пиления вдоль. Соответственно, йокубикиба или ха и татебикиба или ха. Особенность кинжального зуба. Кинжальный, потому что он похож по форме на японский кинжал танто. Вот эта вот режущая кромка, она перпендикулярна, как правило, полотну, если древесина твердая. Иногда она слегка наклонена, если пила рассчитана для работы по мягкой древесине. Здесь угол к полотну, к вертикали, вернее, 15 градусов. Здесь угол с заточки верхней части зуба где-то 55-60 градусов. В чем преимущество вот этого срезанного зуба? В том, что усилие, которое мы прилагаем при пилении в европейском тоненьком, ну и в Японии такие тоже есть, тоненьком зубе, оно давит на всю, вот на весь кончик этого зуба, и велика вероятность того, что он отломится, либо быстро сточится. В этом случае его подпирает тот же угол резания, который заложен, но он подпирается сзади,
и как бы давит уже на всю вот эту вот кончик, поэтому рез получается легче и проще. За счет этого можно увеличить расстояние между пилой и, в смысле, полотном и самым пильным зубом, краешком. При таком варианте его можно сделать длиннее, соответственно, вынос опилок будет больше. Пила, поперечная сторона, пила для поперечного пиления ТТ-бики имеет прогрессию. Если видите, здесь зуб мельче, здесь зуб крупнее. Поперечная пила абсолютно одинаковая, а продольная прогрессирующая. Здесь такой же вариант. 90 градусов к полотну для твердой породы. И вот эта пила для мягкой породы где-то примерно 5-6 градусов угол для мягких пород. Соответственно, здесь порядка 45 градусов, ну не порядка, 45 градусов. Пила затачивается, но заточка практически 90 градусов. В смысле, без угла. Иногда, я замечал, есть небольшой угол, лево-право, но там буквально какие-то градусы. Скорее всего, это просто от варианта заточки слегка руку повело. Откуда появился вот такой забавный зуб? История, в принципе, умалчивает, но я обратил внимание, как японцы затачивают пилы, мастера. Они сначала грубо выровненную пилу затачивают зуб каждый, и только потом подправляют вот по всей длине напильником. Когда они подправили по всей длине напильником, остаются, там где больше-меньше было, остаются хвостики такие, которые в последующем подрезаются, ну вот не вот таким перышком, можно, конечно, им подрезать, но при попытке заточить вот такую пилу, это перышко будет стучать по уже заточенной кромке. Поэтому используется специальный такой напильничек трапециевидной формы с гладким краем. У меня его, к сожалению, нет, чтобы вам показать. И, соответственно, этот край свободно скользит по режущей кромке, не затупляя ее. Такой вариант зуба не обязательно скошенный, как кинжал. Иногда он закругленный. Потому что как мастер работает, так и работает. Разумеется, на фабрике нарезают ровненький кинжалообразный зуб. Так фабрике удобней. Кстати, на некоторых европейских пилах тоже такое присутствует, когда человеку, который точит пилу, как правило, в Европе это тот же, кто ей работает, а в Японии это абсолютно другой человек. Когда он выровнял полотно, ему просто лень дополнительные усилия прилагать, чтобы все зубы сделать одинаково ширины, и он просто скруглял некоторые зубья здесь, для того, чтобы было проще. Такие заточенные пилы я видел, но, видимо, таким же образом данная пила и образовалась. Я не планирую в этом видео рассказывать о всем многообразии японских пил. Две основных пилы, с которыми вы можете столкнуться, которые вам потребуются для, так скажем, стандартной работы, это рёба. Соответственно, это красивое слово переводится как две стороны. И катаба. Соответственно, переводится как одна сторона. Двусторонняя, односторонняя пила. Данные две пилы представлены с прямыми ручками, но иногда присутствует пила с изогнутой к основанию ручкой, рукояткой. Причем эта пила достаточно давно в Японии, практически не все примерно в одно время появились. В чем разница между ручками, рукоятками пил? То, что такой вот пилой с пистолетной рукояткой, ее очень удобно, взяв в руку, она не выскальзывает, ее очень удобно тянуть на себя с усилием. Поэтому для какой-то черновой, грубой распиловки или распиловки вдоль, вот у меня здесь стоит полотно для распиловки вдоль, эта рукоятка по мне предпочтительнее, я ее для этого использую. Рукоятка длинная, двуручная, лучше контролирует направление реза, даже если одной рукой. Если мы посмотрим, в европейской традиции
существует обушковая пила с такой вот ножеобразной рукояткой. Есть любители той рукоятки, есть любители стандартной европейской рукоятки, но лучше контроль, потому что практически можно положить палец и как я вижу, так и пилю. Лучше контролируется. В этот раз я вам не буду рассказывать о том, как делать разметку, как правильно пилить по разметке. Просто у нас задача рассказать, как она работает. Итак, традиционная японская пила работает из положения снизу вверх, потому что заготовка лежала на полу, на специальных таких подставочках. В данном случае я использовал 2 брусочка, почему это нехорошо, я скажу попозже. Итак, подходил японский столер или плотник, скорее всего, зажимал ногой специальные тапочки, которые называются таби. Хотя нет, грамотный японский плотник не стал бы становиться ногой, особенно на оструганную поверхность. Поэтому клалось специальное полотенчико, точно такое же, как используется для завязывания головы, чтобы не потело. Упирается ногой, ставится пила. Причем, если нужно запиливать, запиливается не так, как в европейской начальным зубом, потому что он менее изношен. Это без разницы. Запиливать можно в обратную сторону, потому что пила японская, она, конечно, рассчитана для пиления на себя, но зуб с той стороны, заточка, она более, так скажем, острая всегда, поэтому можно запилиться, и левая рука держит поближе к рукоятке, правая подальше, но если вы левша, разумеется, наоборот. И смотрите, на себя я тяну, от себя она у меня просто практически падает. На себя тяну, от себя падает. И вот таким образом мы перепиливаем заготовку. Если у вас почему-то нет японских тапочек, чтобы не пачкать заготовку, вы можете просто использовать обычные носки. В принципе, будет то же самое. Почему лучше использовать специальные подставки, а не попасться под руку деревяшки, которые у вас есть? Потому что однажды вам захочется этой деревяшки сделать какую-нибудь важную вещь для вас. Вот, например, взяли и сделали из такой деревяшки вот такой вот камацуги. А потом хватили, чтобы что-то отпилить. И у вас ничего нету. Обидно. В данном случае я показывал черновой распил. Это не в размер. Это значит, что моя задача была просто отпилить кусок дерева, а не отпилить его по разметке. Как работается по разметке, я вам покажу чуть дальше. И самое главное, ну вот таким образом работать, ну нам это очень неудобно. Потому что основной инструмент, так скажем, российского столера, это верстак. На верстаке техника пиления немножко другая. Сейчас вам покажу. Итак, большинство из нас, да я думаю, подавляющее большинство, все-таки работает на верстаке. Я вам больше скажу, что и основная масса японцев, которые сейчас входят в столярку и не занимаются совсем уж традиционными вещами, они тоже работают на верстаке. Итак, нам нужно отпилить уже в размер какую-то детальку. Размечаем. Разметка, как и в принципе в европейском варианте, делается на 3 стороны. 4-я уже как получится. Также ставим подставочки. И правило. Пила, она, конечно, пилит хорошо и чисто, но она все-таки является черновым инструментом. Поэтому, если вы предусматриваете обработку какую-то, точную подгонку, то линия, которую вы провели, должна остаться. Я люблю размечать разметочным ножом, вот таким вот вариантом. Почему? Потому что, когда провели линию и отпилили с этой стороны, чтобы оставить линию свободной, чтобы ее было видно, на эту линию очень легко ставится стамеска.
подвели, и она на нее встала. И чистовую обработку проводить просто легче, потому что у меня есть не только направляющая для пилы, но есть и направляющая для стамески. Итак, для простоты линия всегда должна быть видимой. Вот посчитаем, что вот эту часть мне нужно отпилить ровно. Значит, я должен пилить так, чтобы эта линия у меня оставалась в стороне. Ну, в зависимости от точности и необходимости, там либо миллиметр, либо совсем какие-то микроны оставляются. Как пила направляется? Ну, даже как в стандартном европейском варианте. Она направляется с помощью пальца. Чаще всего запиливают угол. Как я вам говорил, иногда чуть вперед делают, чтобы получился запил. Потому что если сразу пилить, вот здесь зуб мелкий, он цепляет хорошо. Но если зуб более крупный, и вы запиливаете сразу, видите, что получается? Она рвет. Но если мы чуть двинем вперед, у нас уже получается направляющая для пилы. Итак, пилим заготовку. Японская пила, она очень тонкая. И если я буду пилить вот так вот до самого низа, у меня гарантированно уйдет направление. Поэтому запиливаем чуть-чуть направление здесь. Запиливаем чуть-чуть направление здесь. Потом, используя эти две линии как стусла направляющие, пилим где-то примерно от 45 градусов, чуть меньше. Вот я дошел до края. Теперь мне нужно пилить с этой стороны. Для начала я переворачиваю и также запиливаю. Можно, если есть возможность, перевернуть длинной заготовкой, пилить с этой стороны. Но можно пилить и в таком же варианте. Но японский столяр, он несколько странно выглядит, когда пилит. Он все время вот так вот смотрит, что там у меня с той стороны, чтобы не убежало. Когда я вывел оба угла, можно пилить напрямую. Опять же, внимательно смотрим в ту сторону, чтобы она у нас никуда не убежала. И самое главное, самое основное, в конце пиления, это пила с каленым зубом. И все пилы, большинство, которыми вы будете пользоваться, тоже будут с каленым зубом. Он пилит замечательно, живет долго, но почему-то он не предназначен для стучания по верстаку и пилению гвоздей. Как говорится, вжик, сказал японская пила, и все. Значит, если мы пилим быстро, в конце уменьшаем скорость пиления. И для удобства, особенно поначалу, пилим не вниз, а пилим чуть-чуть вверх. В этом случае вы ударитесь окончанием пилы, которая не имеет заточенного зуба специально. Ну, не для этих целей, немножко для других, но тем не менее. И с вами ничего не случится. Итак, смотрим. Чистоту распила вполне приличная. И смотрим, осталось ли у нас... Вот у нас осталось чуть-чуть от линии, по которым вот стамеской можем обработать изделие, если бы оно было длинное. Еще одна особенность. При пилении вот в таком варианте все бегает, прыгает, тяжело контролировать. Поэтому используется приспособление. Либо сори-дай, японская доска, либо вот я себе на скорую руку сделал приспособление для пиления. Это у меня ноги такие красивые, потому что это у меня от Сёджи, которая за моей спиной находится. Для нее специальная рамка для выставок. Быстренько вырубил попавшись под руку деревяшки. Паз, вставить туда ее. И в этом случае, ну я даже вот видите, поставил себе колышки для того, чтобы мне не убегало изделие. И в любом случае я поставил деревяшку. Она мне уперта хорошо. Тянуть на себя мне удобно. В европейской столярке для этих целей использовался так называемый крюк для пилы. Это такая досочка, в которой с одной стороны снизу, а с другой стороны сверху по краю прибит небольшой брусочек, который упирается вот так вот в верстак. И пилим, но европейский вариант пилит от себя и на себя. И от себя больше усилия прилагается. Поэтому
он такой сделан. Можно, в принципе, сделать нечто подобное и в европейском смысле, и для японской пилы. И в этом случае пилить уже намного проще. Еще один нюанс. Когда вы пилите японской пилой, помните, говорю, что японская пила пилит снизу вверх. Вот так вот снизу вверх пилить абсолютно неудобно. Даже с моим, в принципе, средним ростом 1,81 м с копейками, мне неудобно это делать. А иногда заготовка широкая, нужно точно вывести линию. Что делать в этом случае? Я догадался сам, но потом оказалось, что это стандартная японская практика. Что мы делаем? При пилении нам нужно пилить, если мы не можем пилить вверх, значит нам нужно пилить вниз. Не хватает руки для пиления вниз. Поэтому присаживаемся и, следя за линией, на себя пилим. Иногда это даже вот таким образом, вертикально на себя. В этом случае мы хорошо контролируем пилу, и она никуда не убегает. Как пилить? Одной или двумя руками? Все очень просто. Хоть пила и с длинной ручкой, пилит ей чаще всего одной рукой, потому что другая рука у вас, ну если вы не мутант, держит заготовку, а в японской традиции заготовки никогда не зажимаются никакими струбцинами, никакими дополнительными упорами. Она просто так вот прыгает, как и по верстаку, так и вот при пилении. Поэтому нужно ее держать, зажимать. Двумя руками работаем, когда заготовка зажата либо в тисках, либо, как я показывал, она придавлена ногой. В этом случае ваша нерабочая рука, например, если вы правша, левая рука держит ближе к основанию, правая рука держит дальше. В хорошей японской пиле даже ручка сделана так вот. Здесь пошире, здесь поуже, здесь опять пошире, чтобы было удобно. В этом случае усилия ровнее, а самое главное, если вы пилите одной рукой, встали вы левее, у вас пила пошла влево. Стали вы правее, пила пошла вправо, хотя вы и стараетесь пилить посередине, и она вам мешается. А когда две руки у вас, более правильное направление пиления получается. Но в этом случае заготовка должна быть все-таки каким-то образом закреплена. Любым вариантом. Итак, основное по японской пиле. Первый ответ на вопрос, какую мне пилу купить. Ответ такой же, как и на все другие подобные вопросы. Ту, которая нужна для вашей работы. Вот это 225 размер и ниже. Она будет очень хорошо работать по дубу, буку и любым другим твердым породам. В принципе, она с таким же успехом будет пилить и сосну, но очень медленно. Для грубой распиловки, зато у нее будет очень чистый срез. Для грубой распиловки, соответственно, нужно использовать пилу с более крупным зубом. Вот, например, вот эту, 265-я. В принципе, 265 это самый такой ходовой размер. Есть еще немножко промежуточный, но он реже встречается. Но вы видите разницу в толщине пропила. Чем крупнее зуб, тем у него крупнее развод, тем у него толще полотно. Но тем она быстрее, разумеется, пилит. И самое главное, если мы пилим японской пилой, никто за нами не гонится. Мы пилим не спеша, а самое главное, толкаем вперед, вот практически не держась, и тянем на себя, не надавливая сильно. Она, в принципе, хорошо вгрызается, пила, самостоятельно. Если мы пилим по разметке, не забываем смотреть, что там у нас с той стороны, потому что пила тонкая, убежит запросто. Не толкаем вперед, потому что вот такие вот изгибы, более толстая пила еще простит некоторое время, а более тоненькая она скажет вжик, нет, она скажет хрусть, и вот в этом месте сломается. Почему я вот так говорю? Потому что я это видел своими глазами. Причем, к сожалению, на своей же пиле. Но, правда, очень давно. И другое правило, самое главное, когда мы заканчиваем пилить, лучше пилить так, чтобы если вы ударитесь, она ударилась хвостиком. Если вы пилите вот таким образом, шанс, что вы ударите, очень велик. Ну, некоторые люди есть такие, которые помнят, когда работают, что им говорили. Но я к ним, к сожалению, не отношусь. И большинство потерь было именно от такого вот удара. Эта березовая фанерка, она, в принципе, значительно прочнее на удар, чем эта пила.
Мы закончили с пилением поперек. Посмотрим, как работает японская пила при пилении вдоль. Самый удобный способ пиления вдоль, когда вы пилите шипы и прочее, запиливать так, чтобы волокна вам не выдирались. Это значит, как и работает рубанок. Это, в принципе, пила. Вот ее зуб. Это, в принципе, группа стамесок, которые выбирают паз. Причем в японском варианте стамески, которые начинают работать, они мельче. Стамески, которые заканчивают работу, они крупнее. Для того, чтобы легче выносить материал. Заточка здесь присутствует, но она практически равна 90 градусам зуба. Потому что задача вырвать волокно по нужному нам направлению. А стамеска лучше всего работает, как и рубанок, не задирая волокна. Значит, мы берем по необходимой нам линии и пилим под достаточно маленьким углом, чтобы у нас легко снялось. Потом можно переходить под более крутой угол и пилить дальше. Но, как правило, это не больше 45. Во многих видео, снятых японцами, вы видите обратную картину. А именно, огромная доска, стоит такой серьезный товарищ и пилит поперек волокон. В смысле, навстречу ворсу. Он бы, конечно, с радостью бы пилил вдоль, но ему нужно пройти всю доску, которая там метр, например, длиной или что-нибудь в этом духе. В этом случае запиливание чаще всего, вот это, видите, она пляшет, не столь удобно. Запиливание производится, если у вас рёба, запиливание производится поперечной пилой, она вдоль пилит, в принципе, так же хорошо. Но просто она, видите, забилась и пилить дальше отказывается. Поэтому запилили нормальной пилой, потом под очень-очень большим углом начинаем пилить поперечной. Она, в принципе, достаточно хорошо выносит материал в этом случае. Я вот такой вот пилой как-то развалил 1,20 м, у меня была дубовая доска 50-ка, на 3 доски по 1,5 сантиметра. В принципе, много времени не ушло. Вот вы видите, скорость пиления достаточно хорошая. И главное, вынос материала. Видите? В такую пазуху очень легко залезает любое количество стружки. Самое главное, не пытаться выйти вот на перпендикуляр. Видите, сразу пила начинает плясать. Она на это не предназначена. Пилим под углом, пока не выходим, пока пила не уйдет целиком. В этом случае же можно переходить на поперечное пиление, потому что будет вариант такого стусла, который не даст пиле убежать. Ну и разумеется, если мы пилим вот такую доску вдоль, не забываем ее переворачивать и смотреть, что у нас там с другой стороны. Чтобы у нас обе стороны пилились одинаково. 45, 45, убрали. 45, 45, убрали. И таким образом достаточно быстро можно распилить любую заготовку. Ну вот я вкратце вам рассказал о японской пиле, как ее правильно употреблять за европейским верстаком. Надеюсь, видео было полезно. Никаких Америк, я думаю, здесь не открыл. Все эти вещи достаточно понятны, интуитивно можно до этого же дойти. До большинства я дошел раньше, чем увидел, как это правильно делают японцы. Потому что, как бы нет, японцы это не отдельная, так скажем, цивилизация, не инопланетяне. Они такие же нормальные, в данном случае, столяра и плотники, которые действуют теми же методами, что и европейские. Просто исходя из инструмента и материала, который у них есть. Попробую срезюмировать самое главное из этого видео. Первое. Японскую пилу берете ту, которая вам нужна для работы. Если вы плотник, конечно, можно приобрести рёба на кагере. Но лучше иметь все-таки две. Поперечную катаба и продольную катаба. Это будет удобнее работать. И особенно если вы привыкли к европейским пилам, можно взять не прямую рукоять, а слегка изогнутую, которая тоже идет с японскими пилами. Японцами очень часто пользуются для силовых работ особенно. Контроль, точность немножко уменьшается, но
усилие распределяется удобнее под одну руку. Второе. Величина зуба пилы зависит от ее размера. Если вы работаете с твердой древесиной, вам нужен более мелкий зуб. Если работаете с мягкой древесиной, соответственно, более крупный зуб. Но не забывайте, что универсального ничего нету. Соответственно, если чем крупнее зуб, тем он быстрее пилит, но тем грубее поверхность он оставляет. Но пила это у нас, особенно в плотницком варианте, да и в столярном, это черновой инструмент в основном, хотя в японская пила очень часто работает как чистовой. Значит, остальное доработаете, как говорится, напильником или стамеской. При пилении не показывайте силушку богатырскую, не давите со всей дури, особенно вперед. И при окончании пиления не забывайте, что если вы сейчас, опять же, со всей дури дернете на себя, потому что вы уже устали это пилить, ну, выбросите в трубу 1000 рублей или сколько там сейчас полотно стоит в магазине. И это будет просто жалко. Надеюсь, было полезно. Рад с вами повидаться. Бывайте здоровы, живите богато. Счастливо!